Кто виноват в Майдане? Известно кто. Американцы, потому что слишком много работали на Украине. И русские, потому что слишком мало работали на Украине. Но, извините, на Украине была государственная власть? Или она отсутствовала? Значит, эта государственная власть какие-то собственные задачи перед собой ставила? Или она просто ждала, кто с ней будет работать снаружи? Да? Значит, тем более, что правильно, первые Майданы готовились и начинались еще во время блаженной памяти Леонида Даниловича. Причем первый вообще был неудачный. Его прекрасно разогнали, больше они нигде не собрались. Когда в 2000 году, да, или в 2001, уже забыл, за давностью лет, штурмовали радикалы администрацию президента. Ничего, побили дубинками. Человек 15, если не меньше, арестовали и посадили. И 3 года все было тихо, мирно, чинно, благородно. Значит, кстати, во время последнего Майдана, да, как только начинали его разгонять, сразу же начинался вселенский плач, появлялись западноевропейские послы, американский десант высаживался и говорили, ни в коем случае нельзя разгонять, ни в коем случае. Потому что если бы разогнали бы, так его бы и не было бы больше. Еще одна тут проблема заключалась в том, что украинская государственная власть со времен Леонида Даниловича пыталась усидеть на 2 стульях, хотя уже Кучме говорили или намекали, что геополитическая ситуация изменилась, все, многовековность можете похоронить, надо выбирать или на восток, или на запад. Януковичу в силу его ограниченности это неоднократно повторяли открытым текстом. То есть ему это говорили не только на переговорах. Российские, американские политики давали интервью, большие статьи печатали в газетах. Телевидение одно и второе регулярно сообщало, надо сделать выбор. Или. По-другому не будет. Виктор Федорович пытался усидеть на 2 стульях. Точно так же, как Леонид Данилович. В силу этого он и не мог применить, извините за тавтологию, силу к Майдану. Потому что он хотел, с одной стороны, остаться у власти, с другой стороны, иметь возможность возобновить свой, проевропейский курс. И ему объясняли. Значит, кстати, правильно объясняли. Вот разгонишь, ничего не получится с ассоциацией. А если не разгонишь, то они как-нибудь там сами рассосутся. Значит, а потом мы опять вернемся к подписанию соглашения об ассоциации там, и так далее. Потому что у меня складывается сюрреалистическое впечатление. Выясняется, что украинская милиция получила оружие, это законное право его применять, для того, чтобы вооружить радикалов. Я прекрасно вспоминаю, как летом 2013 года в хорошую солнечную погоду я стоял со своим приятелем на улице Саксаганского в Киеве, и мы с ним разговаривали о возможности перехода, кстати, холодной гражданской войны в горячую стадию. Когда он мне сказал, слушай, а как же они начнут гражданскую войну, это же оружие где-то надо взять. Я ему говорю, послушай, вот здесь вот недалеко находится стадион, почти на 100 тысяч человек. Он поделали на сектора. И каждый раз ультрас киевского «Динамо» занимают определенный сектор. Не так сложно посчитать, что их там собирается где-то до 5000 человек примерно. Если эти 5000 выйдут со стадиона, двинутся к ближайшему отделению милиции, то они в течение получаса получат несколько сотен нарезных стволов. Просто потому что они там сохранятся, а милиция в них стрелять не будет. Потом с этими несколькими сотнями стволов они пойдут дальше. И через некоторое время у них будет несколько тысяч стволов. Потому что пока власть сообразит, что делать, уже не будет власти. Они, в принципе, по тому пути и пошли. Они начали громить вначале отделение милиции в регионах, где они взяли оружие и привезли его на Майдан. Потом они начали заходить уже и в воинские части. Значит, на самом деле есть прекрасный пример. Вот в Китае власть применила силу на Тяньаньмэнь. До сих пор никаких Майданов. Все хорошо, все прекрасно, все смеются, все довольны. Проблема украинской власти заключалась не только в том, что там внутри были предатели. Конечно, были. Что это за политическая партия, являвшаяся правящей, 90% депутатов которой после государственного переворота собираются в парламенте и голосуют за легализацию этого переворота. Так они все и есть поголовно предатели. Вот. Но
это же власть формировала таким образом, кстати, политическую элиту свою, это же она формировала такую опору. И формировала она ее именно потому, что все время находилась вот на этих качелях. Значит, несмотря на то, что ей регулярно повторяли, время вышло, не будет больше многовекторности, ничего не будет, надо выбрать. Не выберете вы, выберут за вас. Они все время пытались, значит, сохранить путь на восток и путь на запад, путь на восток и путь на запад. И, так сказать, стричь шерсти там и там.